Розы Нигины. Когда рассвет нежно пробуждал Бахтар, золотя крыши домов, и улицы еще умывались прохладой утра, одна пожилая женщина уже шла с корзинкой семян и маленькой лопаткой. Это была Нигина, таинственная женщина с глазами, отражающими солнце, и руками, хранящими аромат роз. Каждое утро она выходила на улицы города, чтобы сажать розы. На склонах холмов, вдоль тротуаров, у школ, в парках, везде появлялись эти нежные цветы. Люди любили Нигину, но не понимали ее страсти. Говорили: «Почему ты это делаешь? Зачем столько усилий?» Но Нигина только мягко улыбалась и продолжала свой труд. Годы шли, розы стали частью Бахтара. Они пестрили, благоухали, наполняли воздух теплотой и красотой. Нигина постарела, но каждый день она все так же шла к своим цветам. Однажды ее внук Мансур увидел, как она сажала розу у старой мечети. Мальчику было 9, и его любопытство пересилило. «Биби, зачем ты всегда сажаешь розы?» Нигина на мгновение задумалась. Ее взгляд затуманился, как будто она вспомнила что-то далекое, и голос стал чуть дрожащим. «Мансур Джон, когда-то я была совсем маленькой девочкой. Моя мама очень любила розы. Она говорила, что каждая роза – это словно чья-то любовь, а запах ее – это память». Она тяжело вздохнула и продолжила. «Когда я была твоего возраста, мама сильно заболела и ушла. Но однажды перед этим она сказала: «Нигина, если любишь меня, сажай розы. Пусть они напомнят людям, что любовь – это жизнь, которую нужно дарить». Слезы блеснули в глазах мальчика. Он прижался к бабушке и тихо спросил: «Ты сажала их все это время ради нее?» Нигина улыбнулась, гладя его по голове. «Да, мой хороший. И еще ради тебя, ради всех. Чтобы никто никогда не забывал, что любовь остается в наших сердцах и цветах, что бы ни случилось». С тех пор Мансур часто помогал бабушке. А розы Бахтара продолжали цвести, рассказывая миру о великой любви, которую нельзя унести с собой, но можно подарить другим. Спасибо, что прочитали эту историю. Если вам понравился этот формат, напишите слово «Бахтар» в комментариях, и я обязательно создам еще одну такую трогательную историю.